Сколько себя помню, с самого детства я ловил и держал диких птиц. Ну, начиналось все это как-то с того, что дедушка поймал мне первого дрозда-рябинника, отец поймал чечетку, брат поймал щегла. И как-то вот я этим увлекся лет, наверное, с 4, с 3, в общем, был совсем маленький. И дальше это все только развивалось. Птиц становилось больше, ловушки становились мудренее, походы становились все дальше и дальше, глубже и глубже в лес, там в луга, поля. И как-то вот казалось, что все пройдет детское увлечение. И вот доходит 45, а я все как мальчишка бегаю по лесам, полям и лугам и ловлю своих птичек. Полдом птиц, просыпаемся, как в лесу, все они поют на разные голоса, нас они не напрягают. Для детей это само собой разумеющийся фактор. Просыпаться не под будильник, а под птичий гомон. Это булочка уши из щеглов поклевывает. Это дубонос. У них настолько мощный клюв, что они с легкостью разгрызают ядра вишни. Даже нам, людям, иногда это под силу, того и зубы треснут. Вот по переднему плану сидит певчий дрозд. Элитный певец. Это птица строгая, просто так щебетать не будет. В разговоре о птицах я не могу обойти вниманием очень известных птичек, павловских канареек овсяночного напева. Вот здесь они у меня живут. Они известны на всю нашу страну и даже за ее пределами. Даже в царские времена канарейка из Павлова поставлялась на царский двор и радовала монархов своей прекрасной песней. Канареек у меня, как видите, немного. 2 стабильные пары. Самочки с самцом живут в обеих клетках. Значит, у них здесь гнездышки. Они туда несут яички, выводят птенцов. Птенцов мы раздаем или продаем. Люди приезжают, интересуются. Муж занимается вот птицами. Он приходит, он их ловит, занимается очень, конечно, серьезно. Жена, когда мы с ней познакомились, как-то странно смотрела на все эти вот мои причуды. А потом привыкла и, собственно говоря, полюбила тоже птицы, помогает мне в этом, скажем так, моем любимом деле. Смотрю, они у нас пошли, стали размножаться, а он еще в клуб канарейщиков ходит. То есть он эти мероприятия не раз в год у нас проходит, приезжают со всей России люди, отбирают лучшую птицу. Вот, он даже планирует предложить им там свои площади, ну, чтобы они там были на этих площадях. У меня есть такая возможность создать птице хорошие условия. Вот, как вы видите, я построил вольеры для содержания птицы. Нужно исключить попадание прямого солнечного света, прямых солнечных лучей, потому что не каждая птица это любит. Нужно выбрать такой некий укромный, уютный уголок. Они вроде бы как и на виду у всей семьи, но они чувствуют себя здесь защищенными в этом уголке. Обязательно нужно исключить сквозняки. То есть некоторые стороны вольера, как вы видите, они закрыты. Пусть прозрачными поликарбонатами плитами для того, чтобы свет поступал, потому что свет необходим для полной линьки. Но продухи должны быть ограничены. Сквозняк птицы не любит. Ну и обязательно, конечно, нужно защитить от прямого попадания воды, ливней, там, града, снега. То есть вот косые лучи солнца попадают, косые капли дождя попадают, а прямых попаданий нужно исключить. Для того, чтобы птица хорошо линяла, чувствовала себя комфортно и набирала полный баланс пищи, то есть это и комары, и мошки, и жучки, и червячки, они все здесь в природе как бы присутствуют. Они этого не лишены. Клюют травку, клюют песочек, там, землю. Все это птице нужно для сбалансированного питания, для полноценной линьки. Чтобы птица не болела, чтобы она чувствовала себя здоровой и много пела. Вместе уживаются и зерноядные птицы, и насекомоядные птицы очень спокойно. У каждой свой рацион питания, то есть у каждой своя тарелочка со своей едой. Обязательно даю зелень, листья дуванчика, подорожника, майскую крапиву, которая содержит очень много различных витаминов и просто незаменимо, как для нас, разные виды салата. Для того, чтобы содержать таких птиц, как дрозды, соловьи, жаворонки, приходится много заниматься кормами. Запасаем яйца муравьев, личинки различных жуков, опарышей. Разводим в бочках мучных червей, вот, мотылями подкармливаем, дафниями. Естественно, когда копаешь огород,
грядки, там, рыхлишь, там еще что-то. Набираешь обычных червей земляных, ими подкармливаем. Потому что птица должна получать сбалансированный корм, иначе она не будет петь. Для того, чтобы не тревожить птицу и лишний раз не заходить в вольер, не вносить смятения, значит, я сделал такие выдвижные кормушечки. То есть они вот так выдвигаются. Вот он, корм для зерноядной птицы. Здесь основные компоненты: подсолнечные семечки, рапс, проса красная, проса белая, проса черная, канареечное семя, сурепка, нук, семя репейника, лен, конопля, овсянка. Ну, еще добавляю семена сорных луговых трав. Значит, вот корм для насекомоядной птицы. Обязательно тертое куриное яичко с добавлением, значит, вот мучного червя, муравьиного яичка, куколок, с добавлением ягод бузины, потому что ягоды все птицы тоже любят, едят. Созреет смородина, начнем добавлять смородину. Значит, появятся ягоды черемухи, их добавлять начнем. Добавляем малину. В общем, чем разнообразнее корм, тем, конечно, птица лучше. Одна выбирает одни ягодки, другая другие. И так вот в итоге. Тертая морковка здесь обязательно присутствует. Добавляю сухарика, вареного нежирного творога. Вот из всего этого делаю мешанку такую своего рода, да, такой вот как бы мешанный корм. И вот накладываю. Каждый выбирает то, что ему нужно, ну и, соответственно, как бы все это выедается. Обязательно купалочка птицам нужна. И желательно 2-3 раза в день воду им менять, потому что птицы много, загрязняют быстро. Птица живет здесь все лето и практически всю осень. То есть вот где-то с 15 апреля и по 30 октября птица у меня находится на улице. Она себя здесь чувствует как в природе, в дикой, единственно на ограниченных пространстве. Вот. Благодаря таким условиям птица отлично перелинивает, у ней происходит хороший обмен веществ, поэтому мои птицы долгожители, много поют и радуют меня своими песнями. То есть я забочусь о них, и они за это радуют меня, они мне отвечают взаимностью. У нас с ними любовь взаимная. Заставить петь неволе соловья – это нелегкая задача. Но когда это получается, это своего рода победа. Это настоящий успех. А вот в конце октября, когда уже начинаются морозы, когда начинает замерзать вода, когда они начинают хохлиться, питания явно не хватает, уже ни мушек, ни червяков, я всех птиц отлавливаю из своих вольеров и привожу их в дом. Если я вижу, что птица теряет активность, да, начинает плохо линять или начинает мало петь, то, конечно, ее стоит поменять. Я жду май, когда все расцветает, когда тепло, когда нет каких-то природных катаклизмов, да, прилетели мошки, комары, червячки, все кругом располагает к тому, чтобы вот вольготно с пропитанием, да. В этот момент я птицу выпускаю. Потому что если птицу выпускать вне сезона, там, весной, ранее или, там, допустим, поздней осенью, или уж, не дай бог, зимой, она может просто не перенести погодных условий и погибнуть. В мае птица, как правило, на природе вся адаптируется хорошо, выживает и даже успевает создать свою семью, загнездиться. Вот, мы сейчас водички нальем. Все. Вот они нам дали яичко. Муж сказал, что давай заведем кур. Я говорю, нет, не будем, я человек городской, мне ничего этого не надо. Но через какое-то время сама запросила кур. Купили мы кур, завели, начали хозяйство с кур. Смотрим, что это очень хорошо, здорово. Хлеб не выбрасываем, ничего не выбрасываем. Все, что остается, все в общую кастрюлю несем курам.
Они нам несут яйца. Очень хорошо. Такой у нас тандем получился с курами. Вот. Потом нам захотелось попробовать гусей. Гуси очень умные птицы. Мы их завели с 2008 года. Вот эта гусыня белая, она вот у нас самая первая с 2008 года. Мы с ней дружим, всех моих детей она перенянчила, со всеми гуляет, и мы с ней очень хорошо общаемся. Гусей у нас много, ну, десятка-два примерно. Они высиживают сами яйца. Дети до сих пор вспоминают, говорят: мам, когда будут цыплята и гусята? Этот маленький, причем не уступает большому. Никак не уступает. Идем сюда, молодец. Иди сюда. В общем, все, что нас окружает, я ловлю, держу. Какая-то птичка остается на долгие годы, полюбившаяся. Какую-то выпускаю через сезон. Основной сезон отлова птицы начинается ранней весной. Начинается в марте, когда прилетают жаворонки. Плавно переходит в апрель, когда прилетают дрозды. И плавно переходит в мае, когда прилетают соловьи. Дело в том, что таких серьезных птиц, как дрозды и соловьи, ловят с голоса. Заходишь в лес, слышишь, тут или там поет определенный дрозд. Подкрадываешься поближе. Не настолько близко, чтобы его спугнуть, но и достаточно близко, чтобы прослушать все его колена. Прослушал, дрозд молодой, коленца слабоватые. Идешь дальше. И вот ходишь, путешествуешь до тех пор, пока не найдешь вот именно ту песню, которая запала в душу. Вот именно того дрозда, который тебе понравился. И вот как у тех же самых песняров, в песне, насколько я помню, они поют про дроздов: «Узнаю я всех по голосам». Вот то же самое. Приходя в какой-то лес в мае, я уже четко знаю, где стоит какой дрозд. Я их узнаю по голосам, потому что в апреле я их всех прослушал. И я все их колено запомнил. Меня даже жена удивляется, там друзья удивляются: как ты можешь сказать? Я говорю: вот здесь стоит такой дрозд, сейчас вот этим он запоет, вот это колено будет продолжаться, вот это, вот это, вот это, вот это. Для непосвященного человека это кажется уму непостижимым. Как так? Узнавать птиц по голосам. Это действительно так. На самом деле это очень несложно, если ты любишь это дело и знаешь, о чем идет речь. Вот первый соловей уже пойман. Вот сидит. Первый свежий соловей. Вот смотрите. Видите, какой спокойный? Абсолютно не бесится. Мой корм его вполне устраивает. Вот, ягодки выедает, червячков, да, суррогат, все выедает. Вот, его все вполне устроит. Будем ждать, пока запоет. Если птичка также себя будет продолжать спокойно вести, охотно запоет, ну, значит, это кандидат, чтобы остаться в зиму до следующего года. Только ту птицу, которая все устроила, она привыкла, она спокойная, она запела, она все ест, то, что я ей предлагаю в своих условиях. Вот только та птица остается. Остальных я выпускаю. В царские времена хорошую птицу очень ценили. За хорошую поющую птицу, будь то канарейка, будь то соловей хороший, дрозд поющий, давали коня. За хорошую исключительную птицу давали коня. То есть сколько может стоить птица. В свое время мы жили в квартире. И вот 14 лет назад мы построили этот самый дом. И я очень рад, что его мы построили своевременно. Практически все дети в нем и родились. Только вот старший сын Матвей пришел в этот дом, когда было 4 года. Мы переехали, ему было 4 года. А все остальные дети родились здесь, в доме. Старший сын, моя надежда и опора, пытается освоить мою специальность и помогать мне в моей работе. Средний сын Иван, третий сын Макар, Николай. Назвали в честь дедушки по отцовской линии. Средний сын. И последуешь
самый зорник Алексей. Его назвали в честь дедушки уже по маминой линии. Вот это самое главное мое богатство, мой оплот, хранительница семейного очага, моя любимая жена Мария. Это моя теща и ее мама Екатерина Ефимовна, наш надежный помощник. Мы с ней дружим, уживаемся очень даже хорошо. И там, где говорят про плохих тещ, я иногда слушаю, молчу и улыбаюсь. Так что вот такой дружной семьей мы живем. Семья большая, поэтому работы много. И чтобы мальчишки не оставались без работы, мы постоянно их задействуем в хозяйстве. Один, например, отвечает у нас за скотину, но привлекает других. Второй, значит, отвечает за огород, но привлекает других. Третий за уборку в доме. То есть у нас так распределено виды работ. Кто что может, и в комплексе получается вроде бы все как-то потихонечку движется. Мы все рыбачим всей семьей, охотимся всей семьей. Когда-то надо разделать рыбу, когда-то надо снять шкуру. То есть ножами пользуемся регулярно. И вот для того, чтобы дети не говорили, а я не хочу, а не моя очередь, а вот пусть он, пусть тот, пусть этот, я сделал такую небольшую хитрость. Сделал каждому из своих сыновей по ножу. Каждый из них подписал. Ножи все именные. И мне больше не приходится заставлять детей чистить рыбу, чистить картошку, резать мясо или еще что-то. Я просто говорю, так, мальчишки, ну-ка быстренько взяли свои ножки и сделали то-то. И каждый счастливым видом, с радостью берет, хватает свой нож и с удовольствием им делает намеченные задания. Мы, конечно, хозяйство завели для воспитания детей больше. Купить-то все можно. Нет нужды такой. Сельское хозяйство говорит, что все равно оно невыгодно, но оно выгодно морально и духовно, оно должно быть. То есть человек должен понимать, что если пришла весна, то надо сажать, надо копать. Если пришло лето, надо косить. Если пришла осень, надо собирать урожай. Если пришла зима, надо заниматься чем-то, ремеслами какими-то. То есть все равно городская жизнь, она все это как-то смещает. То есть городской житель, он не замечает вот этого круга. В этом году у нас козы появились. И сбылась моя мечта, я научилась доить. А что, так и надо доить? Не трогай, когда она кушает, не трогай ее. Начинаем. Мам, вот козочки еще, мам! Ага. Много, мам, зерна, мам! Козочка, сейчас мы ее на улицу выведем и угостим. Наверное, привыкли тут к подворью, а это скоро уже родит. 2 года уже у нас живет. Мы уже давно ничего не покупаем в магазинах. Сметану, творог мы сами делаем, масло, сыр. Вот. Муж, конечно, сначала не одобрял, как-то все говорил, зачем все это, время. Вот. А потом сейчас смотрю сам, нравится ему. Разве плохо, выходя с утра в свой огород, собрать несколько парных яичек, сырых, куриных, выпить их с буханочкой ржаного хлеба. Ржаной хлеб меня жена сама печет, бездрожжевой ржаной хлеб. Я все-таки считаю, что в городе немножко как-то не очень правильный образ жизни. Там как-то идет подмена понятий. Например, если физического труда нет, а там его не может быть, потому что нет скотины. Человек идет после работы в фитнес-клуб. То есть он там в эти железки вкладывает и душу, и все, и время. То есть это получается работа ради работы. Потом человек работает вот в городе, чтобы заработать на продукты. На какие? Которые продают в супермаркете. На самом деле это неправильно. Все-таки человек должен сам все производить. Ведь жить на своей земле, своим трудом – это большое счастье, это правильно.
Больших денег на этом не заработаешь, но безбедно прожить можно и нужно. А почему так много груш? Потому что в детстве, наверное, я их не доедал. Мне очень хотелось когда-то наесться груш. Когда я появилась возможность, я их насадил, потому что яблок всегда было много, а вот груш всегда было мало. То посохнут, то померзнут, то еще как так получалось, что их всегда не хватало. И теперь у нас груш очень много, мы их раздаем, не съедаем. Я благодарю Господа Бога, что Он нам дал такую семью, соединил меня с таким интересным человеком, дал нам родителей наших, детей. Ждем, когда нам ребята приведут девчонок. Дай бы Бог, чтобы добрых. Я говорю, когда-то они мне помогут готовить. Уже жду. Я бы отдала полномочия, кому-то передала. Вот. Наверное, в этом счастье человека. Просто не надо об этом забывать и как-то пытаться все это возродить в себе, в ближних, в своих детях. Ну, тогда, наверное, в старости не будет такого ощущения, что жизнь прожита зря, и чего-то не понял, не успел, не постиг. Она короткая. И все равно все нужно в ней попытаться успеть. Меня часто спрашивают, а как вы все успеваете? Я раньше думал, что ответить. А сейчас я не думаю. Я сразу отвечаю. А мы не успеваем. Мы делаем основное. Молимся Богу, надеемся на Его поддержку и помощь. И с Божьей помощью у нас все получается. Повести может раз, повести может два. Но для того, чтобы был стабильный какой-то вот серьезный успех в жизни, чтобы не было потом мучительно больно с бесцельно прожитые годы, как говорил, значит, вот Горький, да, нужно все-таки планомерно трудиться, рано вставать и поздно ложиться. И научить этому своих детей. Ловить птиц, выращивать гусей, кур, индюков, растить картошку, морковь, свеклу, растить те же самые яблоки, ягоды, катать компоты, закатывать варенье. Да почему нет? Как говорила моя бабушка покойная, Александра Федоровна, все на столе, руки свои. Двери наши открыты, приглашаем всех к нам в гости. Дом у нас стоит прямо на дороге. Когда приходишь зимой, февраль месяц, вьюга, сугробы, на улице лишние 5 минут находиться не хочется. Заходишь в дом, а там жаворонки поют, а там соловей поет, а там дрозды в полный голос катают. Как в сказку попал. Начинаешь понимать, что рай не только на небе, он может быть и на земле. Как приятно мне полною грудью дышать ароматом травы поутру. А как здорово посреди луга лежать на прохладном и свежем ветру. Я лежу, утопая в густых стебельках, и смотрю в небосвод голубой. Там резвится, купаясь в весенних лучах, мой любимый певец полевой. Подари мне песню, жаворонок, свою звонкую весеннюю. Заглуши ты боль сердечную, от которой нет спасения. Пусть голос в воздухе дрожит, пускай он сердце ворожит, пусть песня по ветру летит. Подари мне песню, жаворонок. Вот он снова в просторных своих небесах, точкой крохотной где-то повис. То как будто растает в густых облаках, то внезапно спускается вниз. Отдыхаю душой на зеленом лугу, разливается песня вокруг. Насладиться я ею никак не могу. Ой, спасибо, мой маленький друг. Подари мне песню, жаворонок, свою звонкую весеннюю. Заглуши ты боль сердечную, от которой нет спасения. Пусть голос в воздухе дрожит, пускай он сердце ворожит, пусть песня по ветру летит.
Подари мне песню, жаворонок,